День добрый, господа! Этим роликом я бы хотел вас познакомить с такой мрачной и ужасающей игрой, как The Darkness. Получилась она такой не из-за того, что в игре что-то выполнено не так, а в связи с тем, что атмосфера у игры крайне мрачная и нагнетение обстановки постоянно усиливается. К сожалению, это игра без русского языка, а также выпускалась только для PlayStation 3 и Xbox 360. Несмотря на то, что игра полностью на английском, в ней нет замудренных английских слов, поэтому к словарю придется обращаться не так часто. А познакомиться с этой игрой самостоятельно на ПК можно лишь используя эмулятор для PS3. Но для владельцев консоли Xbox есть возможность пройти эту трагичную и мрачную историю на консолях Xbox One или Xbox Series, так как игра доступна через обратную совместимость. К сожалению, я не додумался пройти игру на Xbox, и поэтому пришлось использовать эмулятор, картинка на котором местами меня просто вводила в ступор, и играя несколько часов, мои глаза превращались в песок, так как на экране мало того, что было тяжело различить детали из-за кромешной тьмы, так еще и картинка постоянно рябила из-за отсутствия на эмуляторе хотя бы какого-то метода сглаживания. А также в некоторых катсценах у меня просто происходили баги, когда персонаж смотрит не в ту сторону, где происходит основное действие, или и вовсе проходит через текстуры, из-за чего я буду показывать футажи от другого прохождения, так как там игру проходили на консоли, и выглядит это намного лучше, нежели чем с эмулятора. Поэтому лучшим способом прохождения игры будет именно консоль, по крайней мере пока что, так как по слухам Night Dive Studios готовит ремастер первой части The Darkness, которая должна будет появиться на ПК. Но на самом деле игре нужен не ремастер, а полноценный ремейк, так как эта игра и в целом вселенная заслуживает куда большего. Если что, эта игра появилась не с пустого места, а уже имела полноценную историю до релиза игры. Речь сейчас идет о комиксе The Darkness, выходящей еще с 1996 года. И история из комикса также повествует нам о похождениях Джеки Эстакада, история которого разворачивалась примерно похожим образом с игрой, однако имела немного других персонажей и других ключевых лиц. Все же, несмотря на то, что сюжет игры разворачивается похожим образом, как и в комиксе, можно заметить небольшие изменения в характерах и внешнем виде персонажей. К примеру, персонаж, за которого мы играем, зовут Джеки Эстакада, и ключевое его отличие от комиксной версии заключается в том, что Джеки не является пошляком. Давайте выразимся так, чтобы YouTube не ругался. А также он крайне закрытая личность, которой тяжело показывать свои искренние чувства. Ну и кроме изменений в характере, также затронули и внешний вид героя. Например, в комиксе Джеки является настоящим джентльменом и предпочитает выглядеть подобающе. В то же время игровая версия Джеки больше походит на рокера, и его внешний вид может нагонять врагов в ужас. Вы только сами взгляните на него. Длинные черные волосы, такой же кожаный плащ, темная толстовка, брюки и кожаные ботинки. Один лишь внешний вид нам показывает о том, насколько это тяжелая личность. Но об истории Джеки Эстакада я предлагаю поговорить ближе к концу видео. Я хочу познакомить вас с данной игрой, чтобы вы уже приняли для себя решение, узнать о сюжете игры в этом видео или же самостоятельно погрузиться в ее атмосферу. Перед началом спойлерной части я сделаю отдельную ремарку, чтобы вы понимали, когда можно закрывать видео. Вообще, история этой вселенной довольно обширная, и чтобы понимать, из чего она состоит, нужно хотя бы немного ознакомиться с комиксами. Но должен предупредить, что по какой-то причине наши локализаторы обошли эту вселенную стороной, и большая часть комиксов будет на английском языке. Если для первой части игры ознакомление с комиксами не обязательно, то вот для сиквела уже нужно знать хотя бы первые 10 комиксов, так как по мере прохождения будете ловить себя на мысли: что здесь происходит? Итак, с ключевым лицом этой игры я вас уже частично познакомил. Теперь следует перейти к ничуть не менее значимому, а именно месту действия игры, к Нью-Йорку. На протяжении всего нашего прохождения мы будем передвигаться по закрытым улицам, различным закоулкам и метро этого города. Погулять свободно по локациям можно, но смысла от этого особо нет, так как мир игры полностью коридорный, и какие-то локации просто больше остальных. Причем это единственная игра на моей памяти, где отдается большой упор именно на метро. На протяжении всей игры мы будем перемещаться с одной улицы на другую через подземные станции метро, внутри которого кишит жизнь, и это единственное место в игре, где мы можем почувствовать себя в безопасности, не беспокоясь за то, что бандиты Франчетти вылетят на нас из-за угла и выпустят у нас обойму. Сами станции метро, по которым мы передвигаемся, выглядят довольно потрепанными, и как будто это пережиток прошлого. Они наполнены грязью и мусором, на любой стене не найдется чистого места из-за того, что все разрисовано в граффити. То же самое относится и к вагонам, заходя в которые ты не чувствуешь себя в комфорте, а скорее наоборот в угрюмом напряжении. Джеки же наоборот, он чувствует себя в этих местах спокойно и уединенно, так как он знает каждый уголок этого метро и постоянно нам рассказывает о своих приключениях, связанных с этим городом. И на самом деле его истории нам показывают о его сложном и тяжелом периоде, который
который он явно не выбирал. Периодически двигаясь по станциям метро, можно натыкаться на разных подозрительных личностей, одетых как гангстеры, которые на самом деле являются друзьями Джеки и не желают ему зла, а напротив помогают ему во всем. В общем, метро — это наша точка передышки, где мы можем полноценно отдохнуть от разборок Джеки и местной мафии. Но как только мы покидаем станцию метро и выходим на улицу, внешняя обстановка никак не видоизменяется. На улице по-прежнему везде валяется мусор, где-то протекает канализация, кругом разбитые дороги и стены у домов размалеваны в граффити. Именно этим данная игра и привлекает свое внимание, что она не пытается показать нам то, какой Нью-Йорк большой и оживленный город, в котором нет места для отбросов, мусора и всяческой грязи. А на самом-то деле этот город полностью пропитан всей этой грязью, где по улицам открыто ходят гангстеры с оружием наперевес, а полиция никак на это не реагирует, потому что они все давно под крылом Поли Франчетти. Вот он, тот самый настоящий Нью-Йорк, о котором говорили на РЕН-ТВ. Посмотрите, как эти американцы живут, и вспомните, какая красота в вашем Мухосранске. А ведь это еще далеко не все, с чем предстоит столкнуться в этом городе. Нам предстоит спускаться в самые сокрытые его части и пробираться через самые мрачные уголки, в которых даже повстречаем сатанистов. В общем, этот город по-настоящему загнивающий организм, спасти который уже не получится. И мы не являемся лекарем для него, а даже напротив, помогаем этому городу окончательно себя уничтожить, устраивая перестрелки на улицах с гангстерами и копами, вламываясь в чужие дома и уничтожая их. В общем-то, Джеки ничуть не лучше тех, кого он истребляет. Ключевая задача в The Darkness — это уничтожать противников до тех пор, пока все они не закончатся. В целом, задачка-то как в самом обычном шутере, но у этой игры есть несколько изюминок, не будь которых игра бы не была собой и не привлекала к себе внимания. Я говорю именно о том, что у нашего героя нестандартное предпочтение к оружию. Так, например, он ведет бой не из одного пистолета, а сразу из двух. То же самое касается и ППшек. Причем ключевая особенность, на которую я обратил внимание, так это то, что Джеки совершенно не перезаряжает оружие. Он использует весь доступный ему магазин, а потом просто выбрасывает ствол. И вы только представьте себе этого человека, у которого 18 разных пистолетов, и он постоянно их меняет. Нет, я понимаю, что у Джеки есть еще несколько щупалец из спины, но это не оправдывает Джеки. И если говорить по факту, все свои стволы он носит в огромном черном плаще. Кстати говоря, вот вам и причина, по которой Джеки ходит в длинном кожаном плаще. Ну и в целом по игре мы сможем опробовать довольно обширный арсенал, состоящий не только из парных пистолетов и ППшек, но и из другого типа вооружения, о котором я не стану говорить, чтобы вы самостоятельно его опробовали. Но, честно говоря, я бы с удовольствием прошел всю игру, используя лишь парные пистолеты, ведь то, как Джеки ими орудует, это просто прекрасно. Ну и так как это не очередная серия Battlefield или Call of Duty, то вы можете задаться вопросом, а с чего вдруг Джеки такой Рэмбо и прется на толпу вооруженных гангстеров лишь с парой пистолетов? Все дело в том, что он еще будучи ребенком попал к своему дяде, который даже близко не стоит рядом с Сопрано. Его дядя — это Поли Франчетти, на которого даже косо посмотреть нельзя, так как за это придется заплатить слишком высокую цену. И именно Джеки воспитывался как тот, кто забирает плату за подобные деяния. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, так как YouTube у нас очень толерантен. Однако одним лишь арсеналом мы не ограничиваемся, и как в бою, так и вне боя мы можем использовать тьму, которая находится внутри Джеки. И по сравнению со второй частью The Darkness, здесь нам предстоит большой список из способностей тьмы, которые мы будем открывать по мере прохождения игры, а также прокачки тьмы, которая набирает свою силу за счет пожирания сердец. Но если вы думаете, что тьма способна лишь использовать какие-то там способности, это на самом деле не так. Хотя это и вполне прикольная и интересная особенность игры, но в общем-то в темноте Джеки превращается в настоящего демона, и при попадании в нас мы сможем пережить на несколько выстрелов больше, банально за счет того, что тьма повышает нашу защиту. Ну а также фишка это или мне просто чудится, но как мне показалось, то в темноте противники начинают стрелять вслепую, не понимая, где мы находимся. В то же время у нас полный карт-бланш, ведь в темноте мы видим точно так же, как и днем. Ну а дальше уже дело практики, ведь навестись на цель в The Darkness очень легко, за счет автоматического АИМа. Это если что я так плавно перешел на тему прицеливания в этой игре. В общем-то, посмотрев некоторые обзоры от блогеров, я обратил внимание, что они высмеивают стрельбу в этой игре из-за ее автоматического наведения. Я же хочу
хочу наоборот похвалить разработчиков за то, что они сделали эту функцию. И проходя игру на среднем уровне сложности, я мог по нескольку раз перепроходить один и тот же момент банально из-за того, что для цели на дальней дистанции нужно нехило так поднапрячься, потому что они в тебя попадают, а ты по ним нет, из-за того, что пули летят абсолютно рандомно, и даже вроде наведясь на цель, ты в нее не попадаешь. Так это при том условии, что я проходил на DualSense, где достаточно точное управление стиками. Но эта игра разрабатывалась еще под третий DualShock, которым, к слову, я пользовался вплоть до 22 года, и могу с уверенностью сказать, что используя его, мое прохождение заняло бы не 10 часов, а все 12, из-за того, что при каждой стычке с врагом приходилось бы начинать все заново с контрольной точки, которая может находиться очень далеко от вашей точки гибели, и придется зачищать всю локацию заново. В общем-то, автонаведение в пару сантиметров это очень даже приятный бонус, к тому же никак не мешающий при стрельбе, так как наведение происходит автоматически и даже не нужно доводить для этого экран. Но вернемся же к теме Джеки. Помимо способностей, которыми она обладает, у нас также есть возможность призывать различных миньонов, которые могут прорывать позиции врага или выступать в роли щита, а также просто подсказывать нам, куда следует идти. Заскучать с ними не получится, поскольку каждый из миньонов уникален и имеет свои забавные фразы, которыми он делится с нами. И данные существа целиком и полностью являются отродьями тьмы. Однако, как можно выяснить в дальнейшем, некоторые из них не поддаются влиянию тьмы и имеют самосознание. Поэтому миньонов можно полноценно считать своими союзниками. Пускай они и тупенькие, но все же выступают на нашей стороне. И последнее, что я хотел бы отметить перед тем, как начать рассказывать о сюжете игры, так это внимание разработчиков к деталям. Стоит отметить, что практически с каждым объектом, который есть на карте, можно как-то повзаимодействовать. Например, разбить бутылку, стекло, стакан, ну и прочие предметы. Не у всех, конечно, есть физика разрушения, но учитывая то, что это лишь небольшие детали, на которые едва ли кто-то обратит внимание, все равно приятно. Особенно меня удивило взаимодействие с огнетушителем. Ведь многие уже привыкли, что огнетушитель это маленькая красная бочка, выстрелив по которой он сразу взрывается. Так вот здесь нет такого бреда. И выстрелив по огнетушителю, из него постепенно выходит газ, и огнетушитель приходит в негодность. Казалось бы, небольшая деталь, но это добавляет игре еще большего реализма. Также, что еще заслуживает отдельного внимания, так это наполнение метро, в котором можно повзаимодействовать практически со всем, даже включая туалет. Ну, вообще, я хотел сказать немного о другом, но что вышло, то вышло. В общем, в метро есть стационарные телефоны, по которым мы можем узнавать новую информацию как от друзей, так и от случайных людей, записки от которых разбросаны по всему городу. Так, например, подобрав записку и затем подойдя к телефону, мы можем позвонить по этому номеру и получим забавный, ну или не очень монолог от собеседника. Почему именно монолог? Все дело в том, что как только дело доходит до Джеки, то он сразу же вешает трубку. Psalms 112 verse 4. Hello, my child. You have reached the Trinity Church's answering machine. There's no one in this house of the Lord who can answer your call right now, but have faith. If you leave a message after the beep, someone will get back to you shortly. And please consider a donation. Изрядная картина того, на что похож взрослый человек и малолетний дебил, который все делает, как подобает малолетнему дебилу. Однако, помимо записок, на карте развешено большое количество плакатов или вывесок магазинов, на которых можно также обнаружить номер телефона, позвонив по которому мы чуть больше узнаем историю Нью-Йорка. И, пожалуй, последнее, что я хочу отметить, так это информационные автоматы, подойдя к которым можно узнать точный маршрут, как можно попасть на какую-то улицу. Так, например, если не совсем понятно, как передвигаться между локациями, то можно подойти к этому автомату и узнать точный маршрут. Здесь подробно и доходчиво объясняют, как можно попасть на улицу, которая нам требуется по заданию. И это очень удобно, особенно когда заблудился на карте и не понимаешь, куда тебе идти. Тогда смотришь задание на необходимую тебе улицу, подходишь к автомату, узнаешь точный маршрут и двигаешься по нему по находящимся в метро табличкам. Как по мне, это необычный подход к передвижению по карте. В целом, геймдизайн выполнен с упором на реализм, ведь по игре мы можем ориентироваться только на расставленные по карте таблички,
таблоиды с вашим местонахождением. И невольно двигаясь по карте, начинаешь запоминать устройство этого города, что придает еще большего антуража. А далее мы поговорим более подробно об истории игры. Действие игры начинается с нашего пребывания в Нью-Йорк в компании парочки мафиози, дальнейшая судьба которых заканчивается на данной вступительной сцене. Из диалога с ними мы узнаем, что эти три недоумка возвращаются в город без денег, за которыми их послал Поли Франчетти. Но так как у Джеки сегодня день рождения, а именно ему стукнул 21 год, запомните эту цифру, то они надеются на то, что Поли будет к ним более благосклонным и все же простит их оплошность. Тем более они собираются выполнить другое задание от все того же дяди Поли, а именно убрать некого бригадира. Однако их спокойному законопослушному движению мешают копы, которые начинают вылазить из всех щелей. Как оказывается, это полицейские, которые под контролем Эдди Шрота, местного капитана полиции, который подчиняется Поли Франчетти из-за того, что он помог ему достичь такого поста. В общем, для ребят все заканчивается не лучшим образом, а мы, подобрав наш подарок на 21-летие, отправляемся на стройку, на которой мы, во-первых, обретаем внутренний голос тьмы, а во-вторых, на нас открывается настоящая охота от полицейских, которые следуют за нами даже на вертолете, и возглавляет всю эту операцию сам Эдди Шрот. И в попытке сбежать в безопасное место мы натыкаемся на комнату, внутри которой вещает телевизор и сам Поли Франчетти. Hey, it's your Uncle Paulie. You know you've been a pain in my ass since the day I met you, Jackie. Pissing and moaning about the way I do business. Well, you need to learn who's calling the shots in this family. I've been very, very generous to you, Jackie. In fact, I got a surprise for you. On your birthday. It's in the closet. Have a blast. Отличный подарок от родственничка. В общем, о чем нам вещал наш дядя Поли. Как оказывается из рассказа Джеки, Поли это такой мерзкий чувак, который подкупал копов, продавал котиков и никого ни во что не ставил, просто поднимаясь по чужим головам. Джеки же он наоборот, он приверженец старой школы, в которой младшие чины по рангу уважают старших, всячески им помогают и оказывают им услуги, пытаясь завоевать их уважение, чтобы те в дальнейшем за них ручались. Лучше всего этот процесс показан в сериале «Клан Сопрано», и можно увидеть колоссальную разницу между старой школой в лице того же Тони Сопрано, Ричи Эйприла или Поли Галтери и новой школой в лице Кристофера или, как его называют, Крисси. Очнувшись после падения, мы выходим на кладбище церквушки, где впервые обретаем тьму как физическое существо. После расправы над бандитами мы идем в метро, где получаем сообщение на пейджер от Дженни, нашей подруги детства. Недолго думая, звоним ей по стационарному телефону. Hi, this is Jenny. Jenny, it's me, Jackie. Hi, baby. Happy birthday. I just got into my new place. I thought you were gonna help me unpack. Yeah, I'm sorry, baby. Things got kind of screwed up at work. Again? That's too bad. I have a surprise for you. I can't talk right now, but I'll be there soon. I promise. Are you okay? Yeah, I'm fine. Don't worry about it. Look, just remind me again how to get to your new place. I'll be over as soon as I can. Now do me a favor. Just don't open the door till you know it's me. I'm a big girl, mystery man. I can take care of myself. I'll see you when you get here. Hey, humor me just this once. Okay? Now I gotta run.
Bye. Мне очень нравится то, как через свой голос актеры озвучки смогли подарить каждому персонажу его искренность. И что самое главное, это веру в то, что действие происходит не в какой-то там игре, а прямо здесь и сейчас. Но вернемся же к игре. Чуть отойдя от телефона, двигаясь по табличкам метро в сторону Чайнатауна, мы натыкаемся на нашего старого знакомого Энзо Скардина, а также Ники Баруччи, которые в дальнейшем сыграют не менее важную роль. Ну, а сейчас они просто интересуются у нас, как наши дела и что планируем делать с наглой крысой Полли. Пообщавшись с ними, мы движемся в сторону Чайнатауна, параллельно избавляясь от бандитов, которых послал за нами дядя. Добравшись до квартиры, нас встречает Дженни, которая не забыла о том, что у Джеки сегодня вообще-то день рождения, и предлагает ему прямо с порога глянуть, что у нее на столе. А там находится торт для Джеки, и кондитер в очередной раз ошибся и написал его имя с ошибкой. Загадав желание, Дженни интересуется насчет того, все ли у нас в порядке, так как Джеки ведет себя тише, чем обычно. И тут-то мы получаем несколько вариантов ответа. Рассказать Дженни правду или уберечь ее. Но чтобы мы не выбирали, в конце концов она нам не верит. Или просто делает вид, что не хочет в это верить. Ведь до этого момента Джеки не рассказывал ей о том, чем именно они занимаются вместе с дядей Полли и что для него отведена работа палача. И Джеки не хотел, чтобы она об этом знала, для того, чтобы уберечь единственного дорогого для него человека от проблем. He's been upset plenty of times. What exactly do you do for your Uncle Polly anyway? Why won't you tell me? I'm a nobody. Take out the garbage. You're a bad liar, Jackie Estacado. You look pale, and you're sweating. There's something else, isn't there? Okay. See, here's the thing. I was supposed to collect some money from my Uncle Paulie downtown. Only the money wasn't there. And now Uncle Paulie's kind of pissed at me. Hey, come on. И не желая во всем этом разбираться прямо сейчас, она дает нам визитку Бутчера и приглашает посмотреть с ней телевизор. You want the remote, don't you, mister? No, my apartment, my TV, my remote. Тут есть одна забавная деталь, что по телевизору крутят не какой-то там обрывок из фильма, а полноценный фильм ужасов под названием «Тварь», который можно посмотреть от начала и до самого конца. Но все же, как бы Джеки не хотелось здесь оставаться, ему нужно разгребать проблемы, возникшие между ним и дядей Полли, который так сильно хочет его смерти, что натравил на нас весь город. А помочь понять, что нужно делать, может только Бутчер, номер которого нам оставила Дженни. Из разговора с ним мы узнаем, что мясник находится в магазине «Оливковая роща» и готов помочь он нам не из-за того, что мы такие из себя хорошие, а потому что наша семья, и в частности отец, были для него авторитетом. К сожалению, в игре нам не рассказывают прошлое отца Джеки, но если сын смог получить силу тьмы, в таком случае я думаю, что все происходило примерно так же, как и в комиксе. Звали же отца Дэнни Эстакадо. Он был авторитетным криминалом, который также обладал тьмой, но в отличие от Джеки он был очень жесток по отношению к своим недругам. Он не боялся использовать тьму для контроля над своим окружением и защиты своего криминального влияния. Но при этом он понимал опасность силы и был полон сожаления о том, что произойдет в будущем. Но вернемся обратно к игре. Прибыв на место, мы встречаем не лучшую картину, а также Бутчера, который в данный момент занимается уборкой этого помещения. Так вот, пока он убирается и заставляет нас вместе с ним тащить тело, я немного расскажу, кто это такой. Бутчер — это человек, которого вызывают, когда необходимо почистить на месте, чтобы не оставалось никаких улик. Он не задает лишних вопросов и просто выполняет свою работу. Он не вступает ни в какие конфликты и не пытается в них втянуться, так как это может выйти ему боком, и лучший вариант во время шторма — это переждать бурю подальше от этого места. Именно этим Бутчер и занимается. И немного пообщавшись, Бутчер дает нам неплохую идею по разрешению нашего конфликта так, чтобы в драку не влезли другие союзники Полли, а именно чикагские семьи. В общем, он предлагает ликвидировать одну из важнейших цепей бизнеса Полли, а именно некого Гарри, который занимается тем, что поставляет для Полли нелегальные медицинские препараты, и Бутчер знает, что он находится в здании Хантерс Пойнта. Однако просто ликвидировать цель будет недостаточно, поэтому необходимо также убрать и товар. Вот вроде бы поняв, что нам следует делать, нас сразу же находят копы, и Джеки не остается другого выхода, кроме как биться и бежать. Придя в подворотню, мы спускаемся вниз по лестнице, где нас встречает бронированная дверь и человек, который требует от нас пароль. Но, к счастью для нас, пароль оказывается слишком простым. What's the password?
Однако, перебив целую толпу народа в этом подвале, мы не находим Гарри, так как он находится на верхних этажах этого здания, куда мы собственно и отправляемся, чтобы закончить дело. И поднявшись по пожарной лестнице в квартиру, нам приходит сообщение на пейджер от Поли о том, что мы можем попрощаться с сестрой Марией. Это, если что, приют, в котором вырос Джеки, и на самом деле это довольно тупой и одновременно странный поступок от Поли. Я просто этого не понимаю, зачем ему взрывать приют, в котором Джеки раньше жил. Причем жил-то он в этом приюте, если я не ошибаюсь, то до 12 лет, а потом его забрал оттуда дядя. Это равноценно тому, что вы отучились в школе, а потом спустя 8 лет вам угрожают тем, что вашу школу взорвут. Ну это ж просто бред. В общем, мы догоняем Гарри, и охренев от того, как мы умеем, он падает вниз, ну а мы за ним. И поняв, что он нам больше не помеха, мы уходим обратно в тоннели, где на пейджер снова приходит сообщение от Поли с просьбой ему позвонить. Ну, мы не гордые, поэтому, попав в метро, сразу идем к телефону и сначала звоним Дженни, чтобы выведать, все ли у нее в порядке, а затем звоним Поли. Джеки на самом деле плевать на то, что говорит Поли, и в ответ он даже не произнес ни слова, потому что он понимает, насколько это эгоистичный и лживый человек, готовый подорвать целое здание, чтобы просто подсолить Джеки. Также, узнав от Дженни о том, что она вместе с Джимми будет на соседней станции, мы отправляемся к ней, где вместе наблюдаем по телевизору о происходящем возле детдома. Newswatch 6 breaking news special report. In a stunning turn of events, the St. Mary's Orphanage is currently the site of a massive firefighting operation. And the fire department is desperately searching for anyone who may still be alive inside. Hey, good to see you, Jackie. Listen, I wish we could be meeting under better circumstances, but you know the way things are. Oh my god, Jackie. This is so awful. No one's heard from Sister Mary. The police said it was some kind of a gas main explosion, but it feels like they're hiding something. Our Sister Mary? Jesus, what about the kids? 2 or 3 One of the firemen told me some have severe burns. Yeah, I know, Jenny. It's a terrible thing, sweetie. It's a terrible thing. But, you mind if I have a quick word with Jackie? Okay, I guess. I've seen this shit happen time and time again ever since that fat fucking Paulie took over the mob. You understand? He's doozy bots. He's out of his fucking mind. Last week, he cut off Tony Lucchese's big toe. Why? It's a fucking baseball game. Can you believe that? A disagreement over a baseball game. That fat piece of shit thinks he can't be touched, right? Wrong. Wrong. He's gonna be touched. Oh boy, is he gonna be touched. I'm telling you, someone goes to grind his lane, and they burn all the money he's holding for the Chicago guys. Listen, Jimmy. Now, you know out of respect, I would never do anything like that unless you guys gave the word. If I make a move, will you keep an eye on Jenny? Jackie, like she was my own flesh and blood, I swear to God. Just kick the out of them. You hear me? Kick the out of them. И получив благословение от Джимми, мы устраиваем кровавую баню на свиной фабрике, чтобы сжечь деньги, которые Поли откладывает для своих бандитов, а также семей из Чикаго. Ведь если Поли будет нечем платить, то они могут потерять его доверие, соответственно и помогать ему не станут. Ведь им нет никакого смысла терять собственных людей, не имея при этом никакой выгоды. И вернувшись с вылазки обратно в метро, мы находим избитого Джимми. Jackie, they snuck up on me and nailed me from behind. Paulie and that f***ing piece of Eddie Schroed. Well, listen, you gotta get to the orphanage. They took Jenny to the orphanage. You gotta get there. Go on, move, quick, move! Прибыв к приюту, у нас появляются воспоминания об этом месте, но на самом деле это таким образом с нами заигрывает тьма. В общем, из флешбеков мы узнаем о том, что у Джеки и Дженни в этом месте судьба сложилась не лучшим образом, и о них могли позаботиться лишь только они сами, ни на кого при этом не надеясь. Однако Джеки забирают, и Дженни остается одна в этом месте с людьми, которые не желают ей добра. Однако Джеки не забыла своей подруге, так как она для него была всем, а он для нее. Поэтому на протяжении этих долгих лет он каждую неделю ее посещал. И вот когда наконец они воссоединились, их снова разлучает дядя Полли. И казалось бы, что у Джеки есть тьма, которой он может воспользоваться, чтобы спасти свою подругу из плена. Однако у тьмы свои планы на происходящее. Jackie was so right about you. Shut up, you dumb broad. You're giving me a f***ing headache. This was your idea, Franchetti.
If it was up to me, I'd have blown her brains out already. Yeah, well, it's not. Fuck you! Why are you doing this? Maybe you should ask your boyfriend when he gets here. Jackie? Why haven't you fucked him over enough? Mouth. Be still and watch. Okay. Please don't kill me. No! Damn it! Your flesh is mine. Your will is mine. Well, just in time. I heard you and your girlfriend grew up here, Estacado. What a shithole. Broke my nose. And now the place looks like it was hit by a bomb. Oh, Get up. what's the matter? Don't know your ass from your elbow with all that demon shit? You know why we're here? Because you heard me, Jackie. I took you in for my own. I trusted you. So now all this blood is on your hands. Jackie, what's going on? Get me out of here! Shut the f*** up! No! You see a happy ending here, Jackie? You figure you got something to bargain with me so that I don't blow her fucking brains out her fucking nose? Cause the way I see it, you got nothing. It just gets bigger and bigger, don't it, Jackie boy? We hurt you, you hurt us. It's like some f***ing game we're playing here. You caused me a lot of trouble, boy. You were my blood, Jackie. I loved you like a son, and you took from me. You stole my respect, and you stole my trust. And when blood takes from blood, someone always pays. So now, I take from you. Jackie, this is not your fault. Последними же ее словами стали «Джеки, это не твоя вина». Ведь она прекрасно понимала, что он этот путь не выбирал, и вся эта кровь не на его руках. Тьма добилась своего, она хотела, чтобы Джеки помучился и пострадал, а возможно и впал в слепую ярость. Однако она его защищает, так как Джеки ей нужен живым. Но единственная причина, по которой Джеки жил, прямо сейчас лежит мертвый возле его ног. Поэтому для него все кончено, и он не желает продолжать эту борьбу. Однако на этом игра не заканчивается, и мы приходим в себя в непонятном месте, чем-то напоминающим ад, где возле нас находятся люди, умоляющие их пощадить. Однако солдату на это плевать. Что здесь вообще происходит? В общем, мы оказываемся на полях Первой мировой, где немцам противостоят британцы. Причем немцы изображены в виде мертвецов, при убийстве которых они восстают из мертвых. И единственный вариант окончательно от них избавиться — это дать тьме сожрать сердце. Долго бродя по полям и окопам, мы в конце концов находим последний отряд британцев, лица которых это сшитые куски кожи, символизирующие нам о том, что эта борьба с мертвецами ведется уже долгое время, и победить их у малочисленной армии британцев просто невозможно. И спустившись в один из подвалов разбитого замка, мы встречаем Тони Эстакадо, который является для Джеки прапрадедушкой, и от него мы узнаем о том, что именно он навлек на Эстакадо это проклятие с тьмой, которое передается от поколения к поколению. И получается, что тьма не забыла своего первого носителя, и вместо того, чтобы отпустить его душу, тьма обрекла его на вечное противостояние с зомби-немцами. Но что же именно здесь происходит, и почему мы оказались на полях Первой мировой? Вероятнее всего, именно так представлял себе ад Тони, а Джеки, как один из кровных наследников тьмы, ненароком для себя попал внутрь самой тьмы, которая собрала воспоминания Тони и теперь демонстрирует их Джеки. Но в данном мире тьма не может влиять на действия Джеки, в отличие от настоящего мира. Именно этим Джеки и хочет воспользоваться, чтобы ослабить
ослабить влияние тьмы на него в реальном мире, так как постепенно с убийством очередного человека в реальности тьма поглощает сознание Джеки, превращая его в сосуд, который будет полностью подчиняться ее влиянию. И попав в этот мир, Джеки обретает возможность обуздать тьму, и если не подчинить ее своему влиянию, так хотя бы подавить внутри себя, чтобы с чистым разумом отомстить Поли Франчетти. А для этого нам понадобится как-то выбраться из этого мира, с чем нам постарается помочь Тони Эстакада, и первой задачей для нас будет прийти к 4 всадникам Апокалипсиса, чтобы получить орудие, которое будет окончательно убивать мертвецов. Заполучив же столь мощное орудие, мы отправляемся к огромной пушке, которая все это время подавляла британцев. Захватив же ее, мы отправляемся к сердцу тьмы. Однако завершить начатое нам не дает тьма, и она возвращает Джеки контроль над его собственным телом. Очнулись же мы в каком-то вагоне, откуда нас быстро выкидывает машинист, и не успев опомниться, где мы находимся, нас подзывает Джимми с целью спросить, куда мы пропали, ведь его друзья считали, что мы умерли. Сколько именно времени Джеки пробыл в разуме тьмы, мы не знаем, но так как от Джеки не было ничего слышно, то скорее всего тьма все это время где-то прятала его тело, заживляя полученную травму. Из диалога с Джимми мы выясняем, что некая тетя Сара хочет с нами поговорить, так как она за нас беспокоится, и Джимми любезно нам дает ее адрес, куда мы и направляемся. На месте же мы звоним в дверь квартиры тети Сары и вместе с ней проходим на ее кухню, где продолжаем диалог. Немного внесу ясности, кто это вообще такая. В молодости Сара по незнанию влюбилась в Джимми Франчетти. Нет, это если что не он, это вообще другой человек. В общем, Джимми был доном в преступной семье Франчетти. Сара делала вид, что не замечает рэкета Джимми, а он притворялся законопослушным бизнесменом. Джимми умер более 30 лет назад, и она была убита горем, и можно предположить, что семья Франчетти продолжила помогать жене бывшего Дона, и она по-прежнему весьма уважаемая женщина среди приверженцев старой школы. Однако, такие как Поли ни во что ее не ставят, и несмотря на то, что семья Франчетти это, можно сказать, вся жизнь для Сары, она дает благословение для Джеки, чтобы тот избавился от шавки Эдди Шрота и Поли Франчетти. Джеки же в свою очередь отправляется на Ган-Хилл, где его ожидает информатор Эйб Хантер, который дает нам наводку на место проживания Эдди Шрота, куда мы благополучно вламываемся и находим Эдди. Однако по пути нам мешает практически целый полицейский участок, из-за чего мы не успеваем его догнать. И уже в момент, когда мы выходим на улицу, Шрот залазит в вертолет, и нам не остается ничего другого, кроме как бежать от него. Чудом не разбившись и уйдя в метро, мы получаем сообщение на пейджер от Бутчера, которому сразу перезваниваем и получаем новую зацепку. У Эдди в одном из заброшенных тоннелей метро запрятан кейс с целой кучей компромата на Поли Франчетти и на самого Эдди. Зачем он хранит компромат на себя, я даже не могу и представить, но опустим этот момент. Мы же отправляемся в один из туалетов метро, внутри которого находится ключ от заброшенной станции, и использовав его, мы проходим внутрь. Внутри длинных коридоров мы сначала набретаем на целую кучу бомжей-сатанистов, а потом и на различные ловушки, например, на растяжки, отравленный газ и электрический пол. Но конечной нашей целью является база продажных копов, которые хранят целую кучу нелегального оружия и тот самый чемодан, выкрав который мы пробираемся обратно на станцию метро, попутно отбиваясь уже не от обычных копов, а от профессиональных спецназовцев. Прибыв на станцию, мы заглядываем в один из туалетов, где нас уже ожидает Бутчер, а также в этот момент приходит сообщение от Шрота, чтобы мы ему позвонили. Однако перед этим вместе с Бутчером мы готовим небольшой подарок для Эдди, ведь мы прекрасно понимаем, что засадить этих двоих в тюрьму этого будет мало, а кейс значит для них почему-то многое, поэтому мы вернем им обратно этот кейс, однако с небольшими изменениями. Позвонив Эдди, мы назначаем встречу в церкви, где он должен быть один, однако прекрасно понимая, с кем имеем дело, прибыв на место, это оказывается засадой. Именно этого мы и ожидали, поэтому попав в плен, у нас все было подхвачено, ведь Джеки прекрасно понимает, с кем он имеет дело, и если представится возможность забрать с собой хотя бы Эдди, то это уже хоть что-то. Но Эдди не такой простой тип, как может показаться. Он прекрасно осознает, что с Джеки что-то не так, поэтому схватив его, он подготовился и установил лампы вокруг Джеки, чтобы он в свою очередь не превратился в монстра. Думая, что это последний момент для Джеки, один из копов случайно проговаривается о том, что скоро придет некий груз от Богородицы. Это важно запомнить. Ну а пока что Джеки пытают, и как же классно поставлена эта сцена. Here you go. Now then, you may feel a little discomfort.
damn it! You're plugging it all the way over there. Jesus Christ, God damn it! I'll do it myself. No plan, no f***ing forethought. Always gotta fix every little goddamn thing myself, just like f***ing usual. Blabbermouth guys, no common sense, no respect. Oh yeah, we're gonna talk about all that later. Yeah. Now, where were we? Oh yeah. Chinese piece of... Самое забавное, что в самом начале никто из находящихся в этом месте не обратил внимания на характерный писк из кейса, который означает начало отсчета. И когда уже время подошло к концу, тьма в очередной раз спасает Джеки. Однако он находится слишком близко к взрыву и все же умирает, оказываясь внутри тьмы. Там же нас поджидает то, на чем остановились в прошлый раз. А именно мы приехали к сердцу тьмы, некоему замку, и нам нужно пробиться как-то внутрь. Однако для этого нет необходимого заряда, поэтому нам придется его где-то найти. Вернувшись в замок британцев, мы пытаемся найти прапрадеда Тони, и не найдя его, возвращаемся на линию фронта, где нас как раз таки ожидает Тони, а вместе с ним еще и танк. На этом танке мы пробиваемся в сторону какого-то бункера, внутри которого нас поджидает непонятная тварь, чем-то похожая на Демогоргона. Расправившись с монстром, мы подходим к умирающему Тони, и не дав нам нормально попрощаться с дедом, тьма забирает его в свои недры. Тем временем мы находим снаряд и отправляемся с ним обратно к пушке, выстрелив из которой мы наконец попадаем внутрь замка. А внутри нас встречает непонятный механизм, состоящий из 4 кресел, на которых сидят брошенные туши. В общем, предположу, что таким образом высасывается сущность тьмы из Джеки, при этом оставляя всю ее мощь. Закончив высасывать тьму, она преобразуется в физическую форму, очень напоминающую Джеки. И тут интересный момент, что для того, чтобы победить эту сущность, в нее не нужно стрелять. А если начинаешь наносить ей урон, то эта сущность становится лишь мощнее. И чем больше она впитывает урона, тем сильнее становятся ее атаки. Так вот, для того, чтобы ее победить, нужно просто убрать оружие и слиться с ней воедино. Таким образом, Джеки подавляет в себе тьму за счет того, что он избирает мирный путь. Однако, как я ранее уже говорил, чем больше Джеки убивает, тем сильнее становится тьма, и со временем она полностью его поглотит. Ну и раз мы подчинили себе тьму, то и возвращается контроль к телу. На сей раз мы очнулись возле приюта. Возможно, для восстановления тела тьмой ей необходимо подпитываться воспоминаниями носителя. И чем крепче и сильнее эти воспоминания, тем легче ей восстанавливать тело. В общем, мы отправляемся в метро и встречаем Винни, который также считал, что мы умерли. Однако из диалога с ним оказывается, что Джеки несколько недель находился у тьмы. Как он это понял, кто его знает. Однако из диалога с Винни мы узнаем, что чикагские семьи все же обозлились на дядю Поли, и весь путь, что мы проделывали, был не зря. Теперь нам предстоит выяснить, о какой божьей матери проговорился тот коп, и единственный, кто может это прояснить, так это Бутчер, который прямо сейчас помогает тете Саре. Реакция Бутчера же на то, что Джеки жив, просто великолепна. И поговорив с Сарой и Бутчером, мы выясняем, что на самом деле Богоматерь — это просто кодовое слово для судна Санта-Мария. Этот корабль принадлежит чикагским семьям, поэтому уничтожив его или хотя бы ликвидировав капитана, мы хорошенько подпортим репутацию Поли. На текущий момент Поли вообще спрятался из-за того, что боится расправы от чикагских семей, поэтому достать его точно не получится, а вот разобраться с последним звеном его картеля запросто. И разобравшись с кораблем, как только мы с него спускаемся, то приходит сообщение от Сары с просьбой помочь у нее дома, потому что Поли сошел с ума и натравил на них бандитов. Поэтому со всех ног бежим к дому Сары и расправляемся с врагами вместе с нашими союзниками Джимми, Ником и Сарой. Отбив все волны врага, к нам приезжает Бутчер и сообщает, что Поли спрятался на маяке. И для того, чтобы отчалить из города, нам нужно прийти к порту, где нас уже ожидает лодка. И так оно на самом деле и происходит. Без лишних проблем добираемся до порта и плывем к маяку. Тем временем, пока мы плыли, уже настал день, и способности тьмы будут недоступны. Однако, так как это финальная битва, тьма, копившая в себе ману, призывает солнечное затмение, и уже практически полностью охватив разум Джеки, она действует во всю силу, разваливая врагов, будто они не сопротивляются.
И какой-то гений даже умудрился прийти на перестрелку с вертолетом. Иди давай отсюда. Разобравшись со всеми бандитами Франчетти, нам остается лишь закончить начатое, и поднявшись на маяк, мы находим Полли. Тут-то и возникает безвыходная ситуация, что если мы не убьем Полли, тогда это сделает он, а если убьем его, то нас поглотит тьма. Но Джеки уже сделал свой выбор, и ему терять нечего. You fucking piece of shit! I hope you rot in hell forever! Now you are mine. Mine. And that was the end of the line. There's always a little light in the darkness. Didn't I tell you so, sweets? Jenny? We get one moment, Jackie. It's all they can allow. What? Who? Just one moment. Just to say goodbye. You were everything to me. And all I ever did was kill you. I'm so sorry. I'm sorry. I can't forgive you, Jackie. How can I forgive you when it wasn't your fault? You have to go now. I don't want to go. I want to stay here with you. I know. Am I dreaming? Yes. You have to wake up now. Wake up. На этом моменте история Джеки Эстакады не заканчивается, и мы еще увидим развитие данного персонажа. На таком прекрасном моменте я и предлагаю закончить видеоролик. Увидимся во второй части.